Орел– царь птиц. Хищник с размахом крыльев до 2,5 метров и силой удара когтей, способный сломать руку взрослому мужчине. Но есть одна птица, которую орел не может убить, и это не другой орел и не сокол, это обычная ворона весом в полкилограмма. Ученые из Оксфорда зафиксировали на камеру, как группа ворон буквально загоняла орла в угол и заставляла его отступать, и то, что они обнаружили, перевернуло все, что орнитологи думали о иерархии хищников. В 2019-м биолог Карен Мёллер установила камеры наблюдения в лесном массиве под Берлином, где орлы и вороны делили одну территорию. За 3 месяца она записала 47 столкновений между этими птицами. Орел не выиграл ни одного. Это не случайность и не совпадение. Вороны атакуют орлов по четкой отработанной схеме, которую орнитологи назвали моббинг. Одна ворона заходит орлу в слепую зону сзади и бьет клювом по затылку, пока орел разворачивается. Вторая атакует с другого угла. Третья в этот момент пикирует сверху. Орел физически не успевает реагировать на 3 одновременных вектора атаки. Его рефлексы заточены под одиночную цель. Но самое неожиданное открытие Мёллер было в другом. Вороны не атакуют орла, чтобы убить его. Они атакуют, чтобы он улетел. И орел улетает каждый раз. Хищник с когтями, способными пробить череп косули, отступает перед птицами, которые весят в 15 раз меньше него. Причина в анатомии орла. Его когти созданы для захвата и удержания крупной добычи. Кролика, лисы, небольшой косули. Этот механизм требует, чтобы цель была неподвижной или двигалась предсказуемо. Ворона не делает ни того, ни другого. Она меняет направление каждые полсекунды, ныряет, уходит в сторону в последний момент. Орел промахивается не потому, что медленный. Он промахивается потому, что его мозг не обрабатывает такую хаотичную траекторию достаточно быстро. В университете Вены провели эксперимент. Орлу показывали движущиеся мишени с разными скоростями и траекториями. На прямолинейных целях точность удара составила 92%. На хаотично движущихся целях 17%. Ворона в реальном бою движется именно хаотично, и она знает это. Знает, не метафора. Исследования показали, что молодые вороны, впервые видящие орла, поначалу ведут себя осторожно. Но уже после 2-3 наблюдений за действиями взрослых особей, они начинают участвовать в моббинге самостоятельно. Они обучаются конкретной технике атаки, передают ее следующему поколению. В разных регионах Европы вороны атакуют орлов немного по-разному. У каждой популяции своя версия тактики, адаптированная под местный вид орла. Немецкий орнитолог Ханс Гюнтер Беккер описал случай в Баварии, где стая из 9 ворон преследовала орла 20 минут подряд, не давая ему приземлиться. Орел пытался уйти вверх, вороны следовали за ним. Пытался нырнуть в крону деревьев, вороны блокировали выход. В итоге орел улетел за пределы территории и не возвращался 2 суток. Вороны буквально выдавили его из района гнездования. И вот что делает эту историю по-настоящему удивительной. Орел это понимает. Зафиксированы случаи, когда орел, завидев группу ворон издалека, менял маршрут, не дожидаясь атаки. Хищник, стоящий на вершине пищевой цепочки, обходит стороной птицу, которая теоретически является его добычей. Вороны не просто атакуют орла, они делают это по расписанию. Наблюдения в национальном парке Баварский лес показали, что вороны начинают моббинг почти всегда в одно и то же время суток. С 10 утра до полудня, когда орел активно охотится и его внимание сосредоточено на земле. В этот момент он наиболее уязвим, потому что смотрит вниз, а не следит за воздушным пространством вокруг себя. Но дело не только во времени. Вороны выбирают конкретных орлов. Молодого орла атакуют иначе, чем взрослого. Молодая птица еще не знает тактики уклонения, поэтому вороны могут действовать менее скоординированно. Достаточно 2 особей. Взрослый орел, уже переживший несколько моббингов, реагирует быстрее и пытается контратаковать, поэтому против него вороны собираются группой от 4 до 8 птиц и действуют строго синхронно. Зоолог Томас Плат из университета Мюнстера провел в 2021 детальный анализ записей моббинга и обнаружил в поведении ворон нечто, что он назвал распределением ролей. В группе всегда есть одна ворона, которая первой контактирует с орлом и провоцирует его на реакцию. Плат назвал ее запускающей. Остальные в этот момент держатся на расстоянии и ждут. Как только орел разворачивается к запускающей, 2 другие вороны атакуют его сзади и сбоку одновременно. Если орел игнорирует запускающую и не разворачивается, она усиливает атаку. Бьет сильнее, кричит громче, летит ближе. Орел вынужден реагировать, и в этот момент группа наносит скоординированный удар. Это не инстинкт. Инстинктивное поведение не предполагает ожидания и смены тактики в зависимости от реакции противника. Вороны наблюдают за орлом, оценивают его реакцию и корректируют действия в реальном времени.
Плат зафиксировал случай, когда группа ворон трижды меняла тактику в течение одного столкновения, длившегося 4 минуты. Отдельного внимания заслуживает то, как вороны передают информацию об орле другим воронам. Когда одна ворона обнаруживает орла, она издает специфический крик. Не просто сигнал тревоги, а сигнал, несущий конкретную информацию. Исследователи из Кембриджа расшифровали несколько вариантов этого крика. Один вариант означает «орел сидит и неподвижен». Другой «орел летит и охотится». Третий «орел уже атакован, нужна помощь». Вороны на расстоянии до 800 метров слышат этот сигнал и реагируют по-разному в зависимости от его типа. На третий сигнал они летят немедленно и на максимальной скорости. Есть еще один элемент тактики, который удивил ученых больше всего. Вороны запоминают конкретных орлов. Эксперимент в Швеции показал следующее. Ворон знакомили с чучелом орла определенного окраса. Затем через 2 недели показывали то же чучело и чучело другого орла. Вороны реагировали на знакомое чучело значительно агрессивнее, быстрее, громче, скоординированнее. Они помнили именно эту птицу и знали, что она представляет угрозу. Это означает, что вороны, живущие на одной территории с конкретным орлом, накапливают опыт взаимодействия именно с ним и адаптируют тактику под его индивидуальные особенности. Орел при этом тоже учится. Но учится он другому. Учится избегать территорий, где живут вороны с агрессивной историей. Два хищника, живущих рядом годами, формируют между собой что-то похожее на личную историю противостояния. И в этой истории орел почти всегда оказывается тем, кто отступает первым. Орел отступает не потому, что боится ворон. Он отступает, потому что атака ворон делает охоту невозможной, а любая попытка контратаковать стоит больше энергии, чем дает результат. Это чистая биологическая математика. Белохвостый орел весит от 4 до 7 килограммов. Один полет на максимальной скорости сжигает значительный запас энергии. Каждый резкий маневр, каждый разворот, каждая попытка поймать ворону в воздухе — это калории, которые орел не может позволить себе тратить впустую. Ворона весит около 500 граммов. Даже если орел ее поймает, а шансы на это малы, он получит меньше энергии, чем потратил на погоню. С точки зрения выживания, атака на ворону убыточна, но вороны знают и другое уязвимое место орла — перья. Крупный орел линяет раз в год, и поврежденное маховое перо не восстанавливается до следующей линьки. Вороны целенаправленно бьют по крыльям, а не по голове или телу. Зафиксированные удары приходятся преимущественно на зону от середины крыла до его кончика. Именно там расположены маховые перья, определяющие маневренность птицы. Орел с поврежденным маховым пером теряет до 30% маневренности и не может охотиться с прежней эффективностью несколько месяцев. Орнитолог Сильвия Барт из Института Макса Планка проанализировала состояние перьев у 23 орлов, живущих на территориях с высокой плотностью популяции ворон. У 17 из них были зафиксированы следы ударов по маховым перьям. Небольшие надломы и расщепления, не критичные по отдельности, но накапливающиеся со временем. Орлы на территориях без ворон таких повреждений не имели. Это объясняет, почему орел не просто улетает, а улетает быстро и не возвращается сразу. Каждое столкновение несет реальный физический риск. Не гибели, но ухудшение охотничьих способностей на длительный срок. Орел, потерявший маневренность в разгар зимы, когда добыча и так труднодоступна, оказывается в смертельно опасной ситуации. Есть еще один фактор, который орнитологи долго недооценивали — психологическое давление. Звучит странно применительно к птицам, но данные это подтверждают. У орлов, регулярно подвергающихся моббингу, измерили уровень кортизола, гормона стресса. Он оказался на 28% выше, чем у орлов, живущих на территориях без ворон. Хронически повышенный кортизол снижает реакцию, ухудшает качество сна и ослабляет иммунитет. Орел, которого вороны атакуют регулярно, буквально изнашивается быстрее. Вороны при этом не несут сопоставимых потерь. За 47 столкновений, которые записала Карин Мёллер под Берлином, орел не поймал ни одной вороны. Ни одной. Несколько раз он промахивался на расстоянии менее 10 сантиметров, но ни разу не зафиксировал контакт когтями. Вороны получали мелкие ушибы от ударов крыльями, но ни одна не пострадала серьезно. Соотношение рисков абсолютно асимметрично. Орел рискует перьями, энергией и физическим состоянием. Ворона рискует в худшем случае синяком. При таком раскладе отступления не слабость орла, а единственное разумное решение. И орел, судя по всему, это решение принимает осознанно каждый раз заново. Мозг вороны весит около 15 граммов, мозг орла около 23 граммов. Но размер здесь не главное. Нейробиологи из Пражского университета в 2018-м подсчитали плотность нейронов в переднем мозге обеих птиц. У вороны на 1 кубический сантиметр ткани приходится в 1,5 раза больше нейронов, чем у орла. Это означает, что при меньшем объеме мозга ворона обрабатывает информацию с более высокой скоростью и сложностью. Орел — специалист. Его мозг заточен под одну задачу — обнаружить добычу на расстоянии до 3 километров
метров, рассчитать траекторию пикирования и нанести точный удар. Эта задача требует исключительного зрения и точной моторики, но не требует гибкого мышления. Орел великолепен в том, для чего создан, и практически беспомощен за пределами этой специализации. Ворона — универсал. Ее мозг решает десятки разных задач ежедневно. Найти еду в городе, запомнить лица людей, которые ее кормят или обижают, использовать инструменты, обмануть конкурента, спрятавшего еду, скоординировать действия с сородичами. Исследования показали, что вороны решают многоступенчатые задачи, требующие планирования на несколько шагов вперед. В одном эксперименте ворона выбирала не тот инструмент, который немедленно решал задачу, а тот, который позволял получить другой инструмент, уже дававший доступ к еде. 3 шага планирования. Такой же результат показывают шимпанзе и дети в возрасте 4 лет. Противостояние с орлом для вороны — именно такая многоступенчатая задача. Нужно оценить размер группы орла, определить его текущее поведение, выбрать момент атаки, распределить роли между участниками, скорректировать тактику по ходу столкновения. Орел в аналогичной ситуации действует по одной схеме — развернуться к угрозе и атаковать. Когда схема не работает, орел не переключается на другую. Он продолжает делать то же самое или улетает. Нейробиолог Андреас Нидер из университета Тюбингена описал это различие как разницу между жестким и гибким интеллектом. Жесткий интеллект орла исключительно эффективен в стандартных условиях и полностью ломается в нестандартных. Гибкий интеллект вороны менее эффективен в стандартных условиях, но адаптируется к любым изменениям среды. Столкновение орла и вороны — это столкновение именно этих двух типов интеллекта. И в данном конкретном сценарии гибкий интеллект побеждает. Вороны демонстрируют еще одно когнитивное преимущество. Они понимают, что другие существа имеют собственную точку зрения, отличную от их собственной. Психологи называют это теорией разума. Ворона атакующая орла не просто движется к цели, она моделирует в голове, что видит орел, где находится его слепая зона, на что он обратит внимание в следующую секунду. Именно поэтому удары приходятся в слепую зону так стабильно. Ворона заранее просчитывает, куда орел не смотрит. У орла теории разума нет. Он не моделирует восприятие противника. Он видит угрозу и реагирует на нее. Это делает его поведение полностью предсказуемым для вороны и полностью непредсказуемым для орла. Поведение вороны. Два хищника живут в принципиально разных когнитивных мирах, и в точке их пересечения выигрывает тот, чей мир сложнее. В 2006-м биолог Джон Марзлав из университета Вашингтона надел маску Caveman, грубое резиновое лицо первобытного человека, и поймал 7 ворон на территории кампуса. Птиц окольцевали и отпустили. После этого каждый раз, когда кто-то из сотрудников надевал ту же маску и проходил мимо ворон, птицы немедленно начинали кричать и пикировать на человека. Без маски те же люди проходили мимо без какой-либо реакции. Вороны запомнили конкретное лицо и связали его с угрозой. Через 2 года маску надел другой человек, никогда не контактировавший с воронами. Реакция была идентичной. Крики, пикирование, агрессия. Вороны передали информацию об опасном лице другим воронам, которые угрозы лично не испытывали. Через 5 лет после эксперимента на кампусе жило новое поколение ворон, никогда не видевших оригинального отлова. Они все равно агрессивно реагировали на маску. Это означает, что вороны не просто запоминают врагов, они создают культурную память об угрозах и передают ее потомкам. Применительно к орлам этот механизм работает с еще большей точностью, потому что орел визуально более уникальная цель, чем человеческое лицо. Размах крыльев, окрас, характерный силуэт — все это вороны фиксируют и запоминают с первого контакта. Орнитолог Бернт Хайнрих, изучавший ворон в штате Мэн на протяжении 20 лет, описал случай, который он назвал персональным досье. Конкретная пара воронов жила на территории, где охотился один и тот же белохвостый орел. За 3 года наблюдений Хайнрих зафиксировал, что вороны реагировали на этого орла иначе, чем на других орлов того же вида. На незнакомых орлов — стандартный моббинг. На своего орла — немедленная мобилизация всей группы, более агрессивные и продолжительные атаки, преследование на большее расстояние. Вороны знали конкретную птицу и знали, что она опаснее среднего. Память ворон на врагов имеет конкретные нейробиологические основания. Гиппокамп вороны — область мозга, отвечающая за долгосрочную память, непропорционально велик относительно общего размера мозга. У ворон он развит примерно так же, как у дельфинов и приматов. Это не случайность эволюции, это прямое следствие образа жизни, требующего запоминания большого количества индивидуальных объектов. Спрятанной еды, конкретных сородичей, конкретных врагов, конкретных людей. Вороны помнят не только, кто атаковал, но и как именно атаковал. Хайнрих отметил, что в столкновениях со знакомым орлом вороны закрывали слепые зоны, характерные именно для его
манеры полета, зоны, которые у другого орла того же вида были бы расположены иначе. Они адаптировали тактику под индивидуальные особенности конкретной птицы. Орел при этом не демонстрирует аналогичной персонализации. Он реагирует на ворону как на тип угрозы, а не как на конкретного известного противника. Для него все вороны одинаковы. Для вороны все орлы разные, и каждый требует индивидуального подхода. Эта асимметрия восприятия противника дает воронам стратегическое преимущество, которое накапливается с каждым годом совместного существования на одной территории. Чем дольше вороны живут рядом с конкретным орлом, тем лучше они его знают. Орел за то же время не узнает о воронах ничего нового. Одна ворона против орла – это беспокойство. 3 вороны против орла – это проблема. 8 ворон против орла – это капитуляция. Зависимость между размером группы и результатом столкновения нелинейная. Каждая дополнительная ворона сверх 3 увеличивает вероятность отступления орла не на равную долю, а экспоненциально. Это зафиксировала группа исследователей из Университета Гранады в 2022, проанализировав 118 видеозаписей моббинга в разных регионах Европы. Причина в том, что орел способен одновременно отслеживать не более 3 движущихся объектов в непосредственной близости. Это физиологическое ограничение, связанное с архитектурой зрительной коры. При 4 и более атакующих воронах орел перестает видеть полную картину атаки и начинает реагировать только на ближайшую угрозу, полностью открываясь для ударов с других направлений. Вороны, судя по всему, нащупали этот порог эмпирически, через поколения столкновений и наблюдений. Стая ворон работает не как толпа, а как единый механизм с распределенными функциями. Исследователи из Гранады выделили в записях 4 устойчивые роли. Первая – провокатор, который инициирует контакт и удерживает внимание орла. Вторая – фланговые атакующие, которые наносят удары с боков в момент, когда орел сфокусирован на провокаторе. Третья – берты, верхние атакующие, которые пикируют сверху и бьет по спине и крыльям. Четвертая – резервные, которые держатся на расстоянии 15-20 метров и подключаются, если кто-то из первой тройки вынужден выйти из атаки. Смена ролей происходит динамично. Если провокатор устал или получил удар, его место занимает один из резервных, а прежний провокатор уходит в резерв восстанавливаться. Орел при этом никогда не получает передышки, атака не прерывается ни на секунду. Эта ротация означает, что стая из 8 ворон может поддерживать непрерывное давление на орла значительно дольше, чем орел способен его выдерживать без потери энергии. В октябре 2023 в Нидерландах оператор дикой природы Петер Ван Дейк снял на видео столкновение, которое стало широко известным в орнитологическом сообществе. Группа из 11 ворон атаковала взрослого белохвостого орла над открытым полем. Орел пытался уйти вверх. Вороны разделились на 2 группы, одна продолжала атаковать снизу, вторая поднялась выше орла и начала пикировать сверху. Орел нырнул к земле, вороны сомкнулись и продолжили атаку уже в 3 метрах от поверхности поля. Столкновение длилось 7 минут и закончилось тем, что орел приземлился и замер. Вороны продолжали кричать и пикировать еще 2 минуты, затем отступили. Орел просидел на земле 18 минут, прежде чем улететь. Приземление – это капитуляция в птичьей системе сигналов. Орел в воздухе – угроза. Орел на земле – нейтральный объект. Вороны это понимают и после приземления орла прекращают физические атаки, переходя к голосовому давлению. Они продолжают кричать, не подлетая близко, пока орел не улетает за пределы их территории. Это экономит их энергию и одновременно максимально дискомфортно для орла. Он не может ни отдохнуть нормально, ни остаться на территории без постоянного шума и стресса. Стая ворон против одного орла. Это не численное превосходство в примитивном смысле. Это система, в которой каждый элемент выполняет конкретную функцию, система перестраивается в реальном времени и не имеет единой точки отказа. Орлу некуда ударить, чтобы остановить атаку, убрав одну ворону, он не меняет ничего. Стая продолжает работать. До 90-х годов 20 века моббинг считался в орнитологии второстепенным явлением, шумным, но биологически незначительным. Учебники описывали его как защитную реакцию мелких птиц на присутствие хищника, и не более того. Никто не изучал его систематически, никто не измерял его реальное воздействие на поведение хищников. Предполагалось, что орел просто терпит беспокойство и продолжает делать свое дело. Первым, кто усомнился в этой версии, был шведский эколог Якоб Бергман. В 1989-м он начал отслеживать перемещение орлов на территории площадью около 200 квадратных километров в Южной Швеции. Он ожидал увидеть, что орлы занимают лучшие охотничьи угодья вне зависимости от
от присутствия других птиц. Вместо этого он обнаружил, что орлы систематически избегают участков с высокой плотностью ворон, даже если эти участки богаты добычей. Орлы выбирали худшие охотничьи территории, лишь бы не сталкиваться с воронами регулярно. Бергман опубликовал результаты в 1992-м. Реакция научного сообщества была скептической. Коллеги предлагали альтернативные объяснения. Может быть, те участки хуже по другим параметрам, может быть, совпадение, может быть, выборка слишком мала. Потребовалось еще 15 лет и несколько независимых исследований в разных странах, чтобы скептицизм сменился признанием. Настоящий шок в научном сообществе вызвало исследование 2014 года, опубликованное в журнале «Поведение животных». Международная группа под руководством Корнели и Бартель отслеживала с помощью спутниковых передатчиков 31 орла в течение 2 лет. Данные показали, что орлы, живущие на территориях с активными популяциями ворон, преодолевали в поисках пищи на 43% больше расстояния, чем орлы на территориях без ворон. Они тратили больше времени в воздухе, больше энергии на поиск пищи и в итоге охотились менее успешно. Смертность среди молодых орлов на вороньих территориях была выше на 21%. Это перевернуло понимание экосистемных отношений. Вороны не просто беспокоили орлов, они реально снижали их биологическую приспособленность и влияли на распределение популяции хищников на уровне целых регионов. Мелкая птица с весом в полкилограмма переформатировала охотничьи маршруты одного из сильнейших пернатых хищников планеты. Еще более неожиданным оказался побочный эффект, который Бартель назвала экологическим зонтиком. Территории, которые вороны защищали от орлов, становились безопаснее для других мелких и средних животных. Зайцев, фазанов, мелких грызунов. Присутствие агрессивной популяции ворон снижало охотничье давление орлов на целую экосистему. Ворона, защищая свое гнездо, одновременно защищала десятки других видов, не имея ни малейшего намерения это делать. Бартель в интервью после публикации сказала прямо: никто из ее команды не ожидал такого масштаба эффекта. Они планировали небольшое исследование поведения орлов. Получили данные, которые пришлось переосмыслять несколько месяцев, потому что они противоречили базовым моделям хищник-жертва, которым учат на первом курсе биологического факультета. Классическая модель предполагает, что хищник определяет структуру экосистемы снизу вверх. Давит на жертву, регулирует ее численность, формирует поведение. Вороны показали, что мелкий всеядный вид с высоким интеллектом и социальной организацией способен давить на крупного специализированного хищника сверху вниз, ограничивая его присутствие и эффективность на целых территориях. Это была не просто интересная находка, это была дыра в устоявшейся теории. Вороны начали побеждать орлов задолго до того, как появился человек. Палеонтологи нашли в отложениях позднего плейстоцена, около 100 тысяч лет назад, останки предков современных ворон рядом с останками предков орлов на одних и тех же территориях. Соотношение популяций в этих слоях показывает, что вороны численно доминировали уже тогда. Это означает, что противостояние между этими птицами длится дольше, чем существует современный человек, и за это время вороны методично совершенствовали тактику, которую мы наблюдаем сегодня. Эволюционное давление в этом противостоянии шло в одну сторону. Орел не нуждался в адаптации против ворон. Вороны не убивают орлов, не конкурируют с ними за одну добычу, не угрожают их выживанию напрямую. У орла не было эволюционного стимула развивать защиту от моббинга. Ворона, напротив, имела прямой стимул совершенствовать атаку. Орел убивает птенцов ворон и разоряет гнезда. Каждое поколение ворон, выработавшее более эффективную тактику моббинга, выживало лучше и оставляло больше потомства. 100 тысяч лет однонаправленного эволюционного давления создали машину, которую орел не может остановить. Но самое шокирующее открытие касается не прошлого, а настоящего. Генетик Клаудия Вайс из Берлинского института эволюционной биологии в 2022 сравнила геномы городских ворон и лесных ворон, живущих в районах с разной плотностью популяции орлов. Она обнаружила, что у ворон, чьи предки на протяжении многих поколений жили рядом с орлами, определенные гены, связанные с социальным поведением и пространственной памятью, экспрессируются активнее. Это не просто культурная передача тактики. Это изменение на уровне того, как работают гены. Противостояние с орлом буквально переписало биологию вороны. Вайс пошла дальше и проверила обратное. Изменились ли геномы орлов в ответ на давление ворон? Ответ оказался отрицательным. Никаких значимых генетических изменений, связанных с социальным давлением или реакцией на групповые угрозы, у орлов не обнаружилось. Ворона эволюционировала под влиянием орла. Орел под влиянием вороны — нет. Эта асимметрия не только поведенческая и когнитивная, но и эволюционная. Параллельно с генетическим исследованием Вайс-группа этологов из Лейденского университета зафиксировала нечто, что они поначалу отказывались публиковать, считая артефактом наблюдения.
Вороны в нескольких точках Нидерландов начали использовать орла как инструмент. Не метафорически, буквально. Группа ворон намеренно провоцировала орла, загоняла его в направлении гнезд ястреба-тетеревятника. Конкуренты ворон за гнездовые территории. Орел, атакуемый воронами и дезориентированный, вторгался на территорию ястреба. Ястреб атаковал орла. Пока два крупных хищника выясняли отношения, вороны спокойно занимали освободившуюся территорию. Это поведение наблюдали трижды в разных местах в течение одного сезона, совпадением это быть не могло. Вороны использовали одного хищника как оружие против другого, координируя свое поведение таким образом, чтобы извлечь территориальную выгоду из столкновения двух более сильных видов. Лейденская группа опубликовала результаты в 2023 с подзаголовком «Предварительные данные, требующие подтверждения». Академическая осторожность перед лицом находки, которая не вписывается ни в одну существующую модель птичьего поведения. Если эти данные подтвердятся, это будет означать, что вороны не просто защищаются от орла и не просто прогоняют его. Они научились им управлять. Орел не может убить ворону не потому, что слаб. Он не может убить ворону, потому что ворона за 100 тысяч лет построила систему, в которой сила орла не имеет применения. Это ответ на вопрос, с которого все началось, и он оказывается гораздо глубже, чем просто факт о двух птицах. Карин Мёллер, чьи камеры под Берлином зафиксировали 47 столкновений без единой победы орла, в своем финальном отчете написала следующее. Орел остается абсолютным хищником в своей нише. Открытое пространство, одиночная крупная добыча, предсказуемые условия. За пределами этой ниши он уязвим. Ворона не имеет ниши в классическом смысле. Она везде, она адаптируется к любым условиям и побеждает в любых из них. Сегодня вороны — одна из самых многочисленных птиц на планете. Их популяция в Европе за последние 50 лет выросла более чем вдвое. Популяция орлов за тот же период в большинстве регионов сокращалась или оставалась стабильной только благодаря программам охраны. Два вида, живущих рядом тысячелетиями, движутся в противоположных демографических направлениях, и интеллект против силы здесь не единственное объяснение, но одно из ключевых. В городах, где орлы практически не появляются, вороны достигли плотности популяции, немыслимой для любого другого крупного пернатого. В Москве, по данным орнитологической службы, живет около 100 тысяч серых ворон. В Токио до более 150 тысяч. В этих городах вороны освоили поведение, которое орел не способен воспроизвести в принципе. Они используют автомобильные колеса, чтобы раздавить орехи, бросая их на проезжую часть. Они ждут красного сигнала светофора, чтобы безопасно подобрать раздавленный орех. Они научились отличать мусоровозы с пищевыми отходами от других грузовиков и следуют за ними по маршруту. Орел не эволюционировал в ответ на ворону. Вот так вороны ловко используют технологии, а орлы остаются в прошлом. Если вам интересно узнать еще больше удивительных историй о природе и не только, загляните на наш сайт White Ori. Ссылка в описании. Ворона эволюционировала в ответ на все. На орла, на человека, на город, на изменение климата, на любое новое давление среды. Это и есть настоящий ответ на вопрос о том, кто правит небом. Небом правит не тот, кто сильнее. Небом правит тот, кто быстрее думает, лучше помнит и умеет работать вместе. Орел совершенное оружие, созданное для одной задачи. Ворона — универсальный интеллект, способный решить любую задачу, включая задачу выживания рядом с совершенным оружием. Последний зафиксированный факт в этой истории самый простой. В 2024-м орнитологи в Финляндии отметили, что на территории площадью в 50 квадратных километров, где 10 лет назад гнездились 4 пары орлов, теперь гнездится одна. Вороны за тот же период увеличили свою численность на этой территории в 3 раза. 3 орлиные пары сменили место гнездования. Ни одна ворона никуда не улетела.